Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю приготовить очень аппетитные сосиски в тесте. Такие изделия обычно очень любят дети, поэтому, чтобы их побаловать, лучше приготовить сосиски в тесте самой. Тем более это очень просто. В большой миске смешиваю муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Количество ингредиентов я, как всегда, оставлю в описании к видео. Все хорошо перемешиваю венчиком и добавляю теплую воду, а также кефир комнатной температуры. Перемешиваю миксером до увлажнения всех ингредиентов. А затем начинаю вымешивать тесто руками. Сначала тесто очень тугое и вымешивать его достаточно сложно. Когда миска станет чистой, добавляю растительное масло. Если вы плохо дружите с тестом, то советую масло добавлять по частям, каждый раз вымешивая, потому что от масла тесто начинает расслаиваться. И затем приходится прилагать больше усилий, чтобы опять сделать его однородным. На доске вымешивать такое тесто намного проще, чем в миске. Вымешивать его нужно примерно 7 минут. С каждой минутой видно, как тесто меняется и все более приобретает нужный вид. В конце округляю его и перекладываю в миску. Оставляю на 40 минут под пленкой. Через 40 минут тесто обминаю и еще раз вымешиваю. Примерно 2-3 минуты. Посмотрите, по качеству оно уже совсем другое. Оставляю его еще на 40 минут под пленкой. Вот теперь с тестом уже можно работать. Делю его пополам, а затем на кусочки по 60 грамм. Вообще по ГОСТу на каждую сосиску в тесте идет 80 грамм теста. Но у меня и сосиски чуть меньше, и также мы не любим, когда теста очень много. Каждый кусочек теста я обязательно взвешиваю, поэтому все изделия получаются одинаковые. Оставляю тесто под пленкой на 20-30 минут. Теперь раскатываю жгуты длиной примерно 45-50 см. Кстати, рецепт этот почти по ГОСТу, просто сахара я беру меньше, так как мы не очень любим сочетание соленых сосисок и сладкого теста. Закрепляю один конец жгута на конце сосиски и начинаю равномерно накручивать тесто. Мне удобнее это делать на столе, так получается более аккуратная работа. Теперь очень хорошо закрепляю конец жгута. Обматываю таким образом все остальные сосиски. Из этого количества теста у меня получается 13 сосисок в тесте. И если тесто брать по 80 грамм, то тогда получится 10 изделий. Концы нужно закрепить очень хорошо, чтобы они в процессе выпечки не размотались. Готовые изделия отправляем на расстойку на 25 минут. За это время разогреваю духовку до 210 градусов. Смешиваю один желток и небольшое количество молока. Полученной смесью хорошо смазываю тесто. Через 2-3 минуты покрываю тесто еще одним слоем яичной смеси. Как я уже сказала, выпекаю я при температуре 210 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, примерно 15 минут. Конечно же, время выпечки зависит от духовки. Ориентируйтесь на внешний вид изделия. Посмотрите, какие эти булочки получаются аппетитные.
Сейчас покажу вам их в разрезе. На мой взгляд, получилось замечательно. Спасибо вам за внимание, желаю вам хорошего дня и вкусной еды.